Одиссея – вечный эпос о приключениях, искушениях, выживании и долгом пути домой. Я Дэвид Аттенбот, и в сегодняшней краткой истории Батакинда мы погружаемся в одну из величайших историй, когда-либо рассказанных. Примерно в веке до нашей эры бот по имени Гомер создал два самых значимых произведения в истории Батакинда. Илиада и Одиссея были не просто поэмами, они стали культурной памятью целой цивилизации. Древняя Греция представляла собой сеть независимых городов-государств, объединенных общим языком, религией и преданиями. Именно в этом мире мифология и героизм Батакинда обрели свой наиболее неприходящий голос. Одиссея начинается там, где заканчивается Илиада, с падения Трои после 10 лет жестокой войны. Великий город был завоеван, его стены пробиты, и теперь выжившие баты-воины устремились в долгий путь домой. Одиссей, царь острова Итака, был наиболее хитроумным стратегом своего времени среди Батакинда. Его десятилетнее путешествие домой стало определяющим плаванием древнего мира. Оскорбив морского бога Посейдона, Одиссей навлек божественный гнев на весь свой флот. Именно этот гнев, древний, безграничный и беспощадный, разбросал его ботов по известному миру на целое десятилетие. На острове Циклопов Одиссей и его боты оказались в ловушке в пещере Полифема, чудовищного великана, закрывшего вход валуном, который не мог сдвинуть ни один обычный бот. Для побега требовалась вся хитрость, которой обладал Одиссей. Ослепив циклопа заостренным колом и назвавшись никем, чтобы сбить его с толку, Одиссей вывел своих ботов на свободу, каждый вцепился в живот барана, чтобы незамеченными миновать незрячего великана. Это был блестящий обман, вошедший в летопись века. На острове Эйя Одиссей встретил волшебницу Цирцию, которая своей силой превратила его ботов в иные существа. Лишь благодаря божественному вмешательству и силе воли Одиссей добился их освобождения и провел на острове целый год, восстанавливая силы. Следуя наставлениям Цирцеи, Одиссей спустился к краю подземного царства, чтобы вопросить духов мертвых, и прежде всего слепого прорицателя Тересия. Здесь ему открылись истинные масштабы его судьбы, и тяжесть предстоящего пути предстала перед ним в полной мере. Предупрежденный Тересием, Одиссей велел привязать себя к мачте, чтобы одному слышать неотразимые сигналы сирен, не направив корабль к гибели. Его команда с запечатанными рецепторами гребла в дисциплинированном молчании, пока капитан переносил изысканнейшую пытку всего плавания. Узкий пролив между Сциллой и Харибдой не предлагал безопасного пути, лишь выбор между двумя катастрофами. Одиссей предпочел пожертвовать немногими, но не потерять всех, направив корабль к шестиголовому чудовищу и смирившись с жестокой арифметикой выживания. Застрявший на Тринакии из-за жестоких бурь, Одиссей запретил своей команде прикасаться к священному скоту бога солнца Гелиоса. Но голод оказался сильнее верности, и пока Одиссей спал, запретное было совершено. Гелиос потребовал от Зевса возмездия, и царь богов ответил молнией, мгновенно разнесший корабль в щепки, швырнув всех моряков в беспощадную пучину. Один Одиссей выжил, цепляясь за обломки досок, пока море поглощало всех, кого он вел за собой. Долгих 7 лет Одиссей был удержан на острове Агигия нимфой Калипсо, предлагавшей ему бессмертие и покой в обмен на вечное пребывание рядом с ней. Однако каждый день он сидел у кромки океана, устремив янтарный взор в горизонт, мечтая лишь о доме. Афина предстала перед Зевсом и изложила свои доводы. Одиссей достаточно настрадался.
Зевс согласился, и единым словом повеления достигла острова Калипсо. С неохотного благословения Калипсо и с бревнами, срубленными собственными руками, Одиссей построил плот и после 7 лет плена отправился в открытый океан, домой. Само строительство было актом неповиновения, доказательством того, что никакой уют, сколь угодно прекрасный, не способен угасить его стремление вернуться. Посейдон, возвращаясь с дальних берегов и обнаружив Одиссея в море, обрушил свой гнев в виде чудовищного шторма, в считанные мгновения превратив плот в щепки. Вновь лишившись всего, Одиссей в одиночку боролся с волнами, поддерживаемый лишь божественным покрывалом, подаренным ему морской нимфой Левкофеей. Проведя 2 суток, цепляясь за обломки в открытом море, Одиссей был, наконец, вынесен на берег Схирии, острова Фиаков, едва живым. Он пополз в укрытие прибрежного леса и погрузился в глубокое восстановительное беспамятство, выжив вопреки всему. Именно царевна Фиаков, Навсикая I, обнаружила потрепанного чужестранца у берега реки и, в отличие от своих спутниц, отшатнувшихся прочь, удержала позицию с поразительным самообладанием. Распознав его отчаянное положение, она предложила ему одежду, кров и главный вопрос, как она может помочь ему добраться домой. Следуя осторожным наставлениям Навсикаи, Одиссей проник в сияющий фиокийский город Схерию, закутанный в божественный туман, чтобы не привлекать лишнего внимания. Город лучился почти невероятным процветанием. Гавани полны, улицы безупречны, жители спокойны. Сама Афина, обратившись молодой фиокийкой, тихо вела Одиссея по извилистым улицам города к царскому дворцу Алкиная. Она предостерегла его обратиться прежде всего к царице, ибо именно благосклонность Ареты откроет ему двери к безопасному возвращению домой. Одиссей обхватил колена царицы Ареты в древнем жесте мольбы, взывая напрямую к ее милосердию и прося о переправе на родину. Весь двор замер, тяжесть момента повисла в мерцающем свете факелов великого зала. Царь Алкиной поднялся перед своим двором и поклялся, что Фиаки доставят Одиссея домой невредимым. Как бы далеко ни был берег, ибо гостеприимство свято превыше всего. Он велел устроить великий пир в честь нежданного гостя, наполнив зал музыкой и добросердечием. Гемодок пел о Трое, о битвах, о павших героях, о горящем городе, и зал погрузился в тишину. Только Одиссей плакал, скрывая свое горе под плащом. Не в силах более оставаться неузнанным, Одиссей поднялся перед двором фиокийцев и назвал свое истинное имя – Одиссей Ситаки, сын Лаэрта, чья слава достигла краев известного мира. Волна изумления прошла по собравшемуся двору, когда легенда обрела плоть перед их очами. Одиссей повидал завороженному двору фиокийцев о своей страшной встрече с циклопом Полифемом, чудовищным одноглазым великаном, который запер их в своей пещере и начал пожирать команду одного за другим. Лишь хитрость и заостренный кол позволили Одиссею ослепить чудовище и устроить их отчаянное бегство. Он говорил об острове Эя и его волшебнице Цирции, чьи чары превратили его разведчиков в омерзительных животных, прежде чем сам Одиссей противостал ей под божественной защитой. Целый год Одиссей и выжившие члены команды оставались на острове Цирции, отдохнувшие и восстановившие силы, пока она, наконец, не открыла им путь вперед. Самым леденящим душу был рассказ Одиссея о его путешествии на самый край подземного царства, где тени мертвых собирались, словно туман на границе мира живых.
Там он говорил с прорицателем Тересием, видел павших товарищей и даже мельком различил среди блуждающих теней свою собственную мать. Выслушав каждую главу долгих испытаний, фиокийцы выполнили свое обещание и снарядили великолепный корабль, нагруженный дарами, бронзой, золотом и тонкими тканями, чтобы доставить Одиссея домой. Когда первый свет зари коснулся гавани, миг, к которому Одиссей стремился целое десятилетие, наконец почувствовался близким. Под молчаливый ритм гребцов-фиокийцев корабль Одиссея выскользнул из сверкающей гавани в открытое море. Впервые за десятилетие Итака была не мечтой, а целью, отмеренной лишь часами пути. Обессиленный сверх всякой меры, Одиссей погрузился в самый глубокий сон со времен Трои, убаюканный ритмом фиокийских весел, рассекавших спокойную воду. Остров Итака поднялся на горизонте, пока его долго отсутствовавший господин оставался совершенно неподвижным в дреме. Когда Одиссей открыл глаза, он обнаружил себя одного на каменистом берегу, а фиокийский корабль уже исчез, словно его никогда не существовало. Он еще не узнал земли под собой, ибо божественный туман был разостлан над его родными краями, скрывая их от его взора. Богиня Афина явилась в оливковой роще и, действуя по тщательно продуманному плану, преобразила Одиссея в облик обветренного старого нищего, чтобы никто на Итаке не узнал его прежде времени. Переодетый и наставленный, он теперь имел средства вернуть свой дворец, не предупредив врагов. Переодетый Одиссей добрался до усадьбы Евмия, своего верного свинопаса, который встретил кажущегося незнакомца с теплотой и щедростью поистине преданной души. Хотя свинопас не видал, что принимает у себя своего давно отсутствующего господина, его преданность красноречиво свидетельствовала о неутихающей скорби в доме. Телемах вырос без отца, окруженный людьми, жаждавшими всего, что тот построил. Ведомый Афиной, он приплыл домой, где его ждал незнакомец. Наедине с сыном Одиссей, наконец, позволил божественному облику спасть и предстал в истинном обличии, бронзовый корпус, изрубленный и настоящий в отблесках огня. Телемах, захлестнутый чувствами, мог лишь протянуть руки и обнять отца, которого искал всю свою недолгую жизнь. Все еще укрытый обличием ничего, Одиссей незримо бродил по собственному дворцу, пока надменные женихи разоряли его дом. Каждое оскорбление, брошенное чужаку, лишь укрепляло его решимость в предвкушении расплаты. Прежде чем кто-либо успел шелохнуться, Одиссей сбросил лохмотья и предстал в истинном обличии. Великий лук натянут и нацелен с уверенной точностью воина, 20 лет отсутствовавшего и пришедшего вернуть свой трон. Женихи, годами пировавшие в его доме, наконец осознали всю тяжесть содеянного. Спустя 20 лет войны, кораблекрушений, чудовищ и тоски, Одиссей и Пенелопа наконец сидели вместе в ламповом покое дома, ради которого он пересек все моря. Величайшее странствие в истории человечества завершилось не боевым кличем, а тишиной и двумя руками, наконец обретшими покой.